Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о новолунии, которое нас всех ждет 30 мая, в предпоследний день этого месяца и этой весны. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, а также что нас ждет далее. Друзья, все более подробно в этом видео. Итак, друзья, 30 мая в 14 часов 30 минут по московскому времени нас ждет с вами новолуние. И это новолуние последнее в этой весной. И вы знаете, новолуние это будет точное соединение Луны и Солнца в одном знаке и в градусе. В этот раз новолуние у нас произойдет в знаке зодиака Близнецы, на оси Близнецы-Стрелец. И затрагивает именно это новолуние темы информации, общения, обучения, навыков, умений, образования, транспорта, документации, коммуникации. В то же время за это отвечает у нас и сам знак зодиака Близнецы. Поэтому очень важно, чтобы вы именно в день новолуния и после уделили вот именно этим сферам влияния особое внимание. И почувствуют его те знаки зодиака, которые связаны с Солнцем, с Луной, с Меркурием, с Венерой и с Марсом. И это следующие знаки зодиака: Близнецы, Дева, Стрелец и Рыба. Если вы просмотрите и проанализируете май этого года, то вы увидите, что он был насыщен определенными астрологическими событиями. Но он, слава богу, заканчивается у нас новолунием. И, друзья, обращаем ваше внимание, что именно это новолуние означает в какой-то степени перемены. И многими из нас перемены, которые мы уже с вами начнем ощущать 31 мая, будут восприниматься нами с энтузиазмом, потому что они будут, несомненно, к лучшему. У кого-то начнет меняться кардинально жизнь. Возможно, вы планировали, пока думали, но именно после 31 мая, знаете, вы уже начнете, вы активизируетесь и начнете делать определенные шаги. При этом у каждого свое. Кто-то поймет, что он хочет менять работу, кто-то решит заняться переездом, кто-то покупать будет квартиру и так далее. То есть у каждого это свое, но в любом случае именно новолуние в Близнецах дает вот такие вот перемены. Также каждый из нас будет чувствовать ощущение легкости, эмоционального подъема. Мы будем оптимистичны и разговорчивы. Это все будет благодаря близнецам. Напоминаем вам, что близнецы сами по себе в астрологии относятся к стихии воздуха. Они отличаются легкостью, неугомонностью. И, к сожалению, те близнецы, которые немножко летают в облаках, им все видится в розовом цвете. Знаете, это как влечет все радужными перспективами. И очень часто близнецы, они летают в облаках, и они не видят предела, для них нет предела возможностей, что им все может даваться легко. Они умеют жить в свое удовольствие, при этом не задумываясь над последствиями тех или иных поступков. И, конечно же, если в вашей жизни есть близнецы, если они так относятся к жизни, то знайте, что рассчитывать на что-то серьезное у вас вряд ли получится. Также обращаем ваше внимание, что в это новолуние и после будут усиливаться умственные и коммуникативные способности. Многим людям легче будет даваться интеллектуальный труд и общение на всех уровнях. Уверенность в успехе и собственной неуязвимости позволит повернуть ситуацию только в свою пользу. Хотя новолуние в Близнецах – это время перехода, когда у нас нет четких установок, в это время также и появляется возможность выбора. И вот здесь каждый может показать себя с неожиданной стороны. Многие из нас захотят поменять жизненные установки. Они поймут, что что-то отжило, что что-то уже не работает, что это не нужно. При этом многие люди, если они еще в феврале были уверены в своих каких-то взглядах, что они на правильном пути стоят, то именно после этого новолуния появится достаточно много информации, которая была закрыта до этого новолуния,
и люди сделают свои определенные выводы, и это очень будет правильно. Проблемным моментом может стать недостаток энергии, поэтому повышенная активность может превратиться в суету, в беспокойство и в какой-то степени перерасти в тревожность. Поэтому мы не рекомендуем распыляться на множество всевозможных задач, вопросов. Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном и работать в этом направлении. Также вы можете, если у вас есть, например, коллектив, да, то лучше всех слушайте, за всеми наблюдайте, и в скором времени вы сможете подойти к той или иной ситуации, где вы поймете, как вам правильно поступить. Очень важно в это новолуние постараться расставить приоритеты. В то же время не стремитесь принимать какие-то скоропалительные решения. Значит, не нужно начинать новые проекты. Тем более у нас до 3 июня, напоминаем всем, ретроградный Меркурий. Если мы говорим о деньгам, то именно в это новолуние и несколько дней позже у каждого это по-разному проявляется, невероятные непредвиденные расходы, которые могут сильно подорвать бюджет. Также не ведитесь ни на какие огромные скидки, акции. И вообще постарайтесь до 3 июня ограничить покупки, особенно если это крупные. Также воздержитесь от инвестиций, хотя под руководством профессионалов удастся сделать выгодные вложения. Но вы должны быть уверены, что да, действительно, это люди, профессионалы своего дела. А вот для влюбленных людей это время чудес и удивительных открытий. Энергетика такова, что люди будут стремиться наполнить жизнь впечатлениями и эмоциями. Что очень важно сейчас сделать до новолуния? Друзья, постарайтесь очистить свое информационное пространство. Избавьтесь от хлама, ограничьте эмоциональное и пустое общение, ограничьте потребление тяжелой пищи, постарайтесь отпустить обиды, просите прощения. Перед новолунием очень здорово провести уборку, потому что в новый месяц надо обязательно входить чистым. После очищения пространства и себя смело переходите уже и к планированию новой жизни. Спросите себя, чего вы хотите сами, какие у вас есть планы. И вот вы просто сядьте, поразмышляйте и погрузитесь в вот эти новолунные дни. И вообще старайтесь каждое новолуние выделять немножечко время для формирования событий своего будущего. Благоприятно в этот день выстраивать планы, загадывать желания, медитировать и расслабляться. Неблагоприятно предпринимать какие-либо активные действия, начинать что-то новое, переедать и даже употреблять алкоголь. Оставьте это все-таки лучше на другие лунные сутки. Далее, друзья, что хотим еще сказать, вы можете провести простую практику для того, чтобы ваше желание исполнить. Достаточно простая практика, но она очень эффективна. Поэтому в день новолуния, 30 мая и 2 дня после новолуния, возьмите желтую или оранжевую свечу и зубочистку. И распишите на свече все ваши желания на ближайший месяц. Желания пишите снизу вверх по свече. Например, на свече напишите свое имя, дату, потом желание. Например, гармоничная, я гармоничная, счастливая, да, или я зарабатываю какую-то сумму в месяц, или приобретаю квартиру, дом, или покупаю новую машину, общаюсь с приятными людьми, или, например, приобретаю новое знакомство, или моя семья благополучна и так далее, или я встречаю любимого мужчину, счастливая взаимная любовь, здоровые дети. Друзья, у каждого это свое, возможно, вы вообще что-то мечтаете то, что вот мы не озвучили, и это здорово. После того, как вы написали, обязательно зажгите свечу, но здесь очень важно с помощью спичек, не зажигалки, а именно спичек. И когда пока свеча будет гореть, вы можете помедитировать на огонь и визуализировать все те желания, которые вы написали.
После практики остатки от свечи закопайте в землю. Вы знаете, это очень прекрасная практика. Она в себе совмещает магическую работу. И так как вы вливаете свои желания, энергию, структуризируете свое сознание и моделируете цели, а также пути их достижения, и таким образом вы настраиваете себя только на позитивную волну. Это очень здорово. Также обращаем ваше внимание, что новолуние не подойдет для каких-то важных мероприятий. В день новолуния мы лишь намечаем планы и ставим намерения, но не совершаем никаких активных действий. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно. И смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.